Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 9 июня. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что ни в коем случае не делали наши предки и что делали, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Друзья, далее более подробно все в этом видео. Вы знаете, по народному календарю 9 июня называется Федориным днем. И первое, что, конечно же, приходит в голову, это народная примета, что на Федору не метут из избы ссору. У этого дня есть и другие названия: Федора, Федоры, День Федоры, Домовница. И в православном календаре 9 июня это день почитания мученицы Феодоры, которая пострадала за Христа во время гонения при императоре Диоклетиане в давние времена. На суде правителя города Евстратия Федора мужественно объявила себя христианкой и сказала, что останется девственницей и посвятит себя Богу. После 3 дней темницы суд отправил Феодору в блудный дом на милость развратных мужчин. Девственницу спас воин Дидим, который тоже был христианином. Тем не менее, оба они были казнены, а тела их сожжены. Еще одно важное поверье этого дня, что Федора на язык колючая. В этот день по народным поверьям Федора ждет, что кто-нибудь проболтается о проблемах в доме. Тогда Федора разнесет дурные вести по всей округе. Женщины не останавливались поговорить с друг другом на улице, потому что считали, что Федора стоит за углом и хочет узнать о худом. Для предпринимателей в этот день существовала определенная практика, которая могла привести к получению прибыли. Что нужно сделать? Так это за печкой поставить для домового горшочек с кашей и бросить туда монеты. А на следующий день скормить эту кашу с животным, собачкам, кошечкам, а монетки отдать нищим. Если вы живете в квартире и, соответственно, у вас не может быть печки, используйте для этого свою плиту. Также, согласно народным поверьям, 9 июня не выносили из избы ссор, чтобы не обидеть домового и не намести беду. В народе считалось, что острая на язык Федора стремится узнать о плохом и быстро разнести о том, в какой избе проблемы. Поэтому женщины в этот день старались вообще не общаться друг с другом. Выяснять отношения 9 июня тоже было нельзя, потому что можно рассориться на всю жизнь. Также в этот день по народным приметам, если много цвета на рябине, то наши предки знали, что это к урожаю овса. А если духота во время восхода солнца, то это к ненастью. Если на Феодору в поле не гнуть спину, то посевы будут кривые. Помимо запрета мести пол, так как можно было случайно вымести домового и лишиться защитника домочадцев, и тогда в дом полезут нечистые силы и злые личности, которые принесут ссоры, скандалы и беды. И еще категорически в этот день нельзя попусту было болтать. Наши прабабки в Федорин день даже ходили с завязанными ртами. Вряд ли такую сейчас роль может сыграть медицинская маска, через которую все хорошо слышно. В этот день лучше ни с кем не ссориться, ибо даже мелкие конфликты могут перерасти в большую войну. Нельзя в этот день и стирать детские вещи, а потом вывешивать их на улицу. В них могут спрятаться темные силы. И ни в коем случае не изготавливайте в Федорин день обереги, которые, напротив, могут привлечь горе и болезни. В этот день, 9 июня, родителям нельзя допивать напиток после ребенка. Малыш станет безвольным и уязвимым. И вообще лучше не пользоваться взрослым и детям одной посудой, иначе из ребенка вырастет бесхарактерный человек, утверждают так народные приметы.
Также в этот день у наших предков бытовало такое поверье, что именно 9 июня под веником может прятаться домовой, а значит вместе с мусором можно вымести его из дома. Если же маленький хозяин исчезнет, то некому будет защищать домочадцев и жилье, и тогда в дом полезут нечистые силы и злые личности, которые принесут ссоры, скандалы и беды. Также нельзя было сегодня и попусту болтать, потому что праздные разговоры могут принести в дом разлады и ссоры. Что же еще, друзья, нельзя делать? В этот день нельзя изготавливать было обереги. Считалось у наших предков, что сделанные 9 июня обереги, они не только не защитят от бед и неприятностей, но и наоборот, привлекут в жизнь большое горе и серьезные болезни. Кстати, под удар может попасть и сам изготовитель талисмана. На него нападут нечистые силы и, возможно, принесут массу проблем. Конечно же, если у вас запланированы на этот день какие-то важные встречи, то исход их может оказаться крайне неудачным, при этом для всех участников, а достигнутые договоренности соблюдены не будут. Не рекомендуется в этот день переезжать, причем как в глобальном смысле, например, в другой город, и также в локальном, например, в соседний кабинет и так далее, потому что удачи на новом месте, к сожалению, не будет. Также 9 июня нельзя менять работу, даже ни в коем случае не принимайте решения о смене сферы или места деятельности. Также в этот день по народным приметам не следует заключать контакты с новыми людьми. Надежд, к сожалению, они не оправдают. Если сохранять душевное равновесие в этот день, то хорошие сновидения, приснившиеся накануне, исполнятся в течение недели. Люди, которые родились 9 июня, как правило, легко ранимы, и им на себе следует носить малахит. Также наши предки в этот день, 9 июня, гадали на псалтыре. Брали от висячего замка ключ, которым крестили псалтырь, приговаривая следующие слова: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Как эту святую книгу читали и будут читать, этим ключом открывали и будут открывать, так пусть мне эта святая книга даст дельный совет и поможет на мой вопрос найти ответ. После этого открывали псалтырь, не глядя в него, вам нужно положить к такой странице ключ и прочесть то, что написано на верхней строчке, в середине страницы и в последней строчке. Данная, кстати, информация может быть ответом на вопросы, которые вас очень волнуют на данном этапе. Конечно, с трактовкой иногда нужно поломать голову, потому что не всегда понятно, что же нам хотят сказать высшие силы. Но в любом случае, если вы умеете разгадывать ребусы, то здесь у вас не будет вопросов. Вот, друзья, такие вот у нас с вами народные приметы, традиции, суеверия на 9 июня. Ну а далее у нас с вами, друзья, лунный календарь на 9 июня. Друзья, по лунному календарю 9 июня нас ждет 10 и 11 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Весы. Силы в организме начинают бить фонтаном, а созидание во всех смыслах – главный девиз и тема этого дня. Обычно этот день энергетически очень сильный и питает этой энергетикой всех людей. Так что сегодня стоит ожидать необыкновенного прилива сил, бодрости и оптимизма, когда хочется свернуть горы. Вершите, творите, созидайте, не бойтесь проявлять инициативу и браться за самые сложные задания. Сегодня вам все будет по плечу. В этом потоке жизнерадости нужно будет найти время, чтобы посвятить его своим корням, предкам и истории своей семьи. Навестите сегодня родителей, посмотрите с ними старые фотографии, поговорите с ними о вашем роде. Еще раз изучите и вспомните свою родословную.
Этот день будет очень удачен для создания новой семьи. Браки, совершенные в этот лунный день, очень крепкие и редко заканчиваются разводом. В этот день может произойти постижение каких-то высших истин, приобщение к божественным знаниям, которые откроют вам очень важные тайны. Они могут указывать вам на то, в каком направлении надлежит двигаться дальше. Очень часто такие просветления дарят очень неожиданно, когда их совсем даже не ожидаешь. Также, друзья, сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье и заняться благоустройством своего дома. Это семейный день, хорошо бы вместе с семьей и с близкими провести это время, пригласить родственников. Очень уместным в этот день будет вспомнить традиции своей семьи и своих предков, как эти традиции поддержать и укрепить в будущем. Именно в этот день рекомендуется начинать строительство дома для семьи. Вы знаете, если будут какие-то печали, то она окажется кратковременной и быстро легко забудется. Но не рекомендуется в этот день начинать путешествие. Что же касательно стрижки волос, то делая стрижку сегодня, вы нарушите гармонию дня, что может повлиять на ваше здоровье в самом ближайшем будущем. Более того, новая стрижка получится неряшливой и будет долго отрастать. Именно в этот день стоит запланировать курс лечения волос и начать пить витамины, проконсультировавшись обязательно с врачом. Сделайте себе массаж головы, шеи, это улучшит приток крови к луковицам ваших волос. Скоро вы заметите, что не только волосы стали расти лучше, но и кожа лица приобрела более здоровый вид. Эти лунные сутки хорошо подойдут для доведения до ума вашего образа или стиля. Будет хорошо, если вы измените образ за счет удлинения волос. Ваш мужчина непременно это оценит. Наращивание волос и увеличение густоты натуральными прядями благоприятно повлияет на вашу ауру. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями поможет расположить начальство к вашей персоне. Что же касательно прически, то рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще. Это усилит проводящую функцию волос. Вот, друзья, у нас с вами такой день, 9 июня, по народным приметам и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.